Сегодня хочу показать, как я вязала вот такую симпатичную модель следков. Беру ниточки, акрил, метраж нити в 100 граммах 300 метров. Набираю фиолетовой нитью на круговые спицы 96 петель. Вязание следков начинаю с подъема. Перед узором провяжу 2 ряда лицевыми петлями темно-фиолетовой нитью. Как вязать узор, можно увидеть в следующих кадрах. Раппорт 10 петель и 8 рядов. Первый ряд. Снимаю первую кромочную петлю. Потом снимаю 4 темно-фиолетовых. Дальше вяжу 6 лицевых светлых петель. Повторяю. 4 фиолетовые снимаю, не провязываю. 6 лицевых светлых. Второй изнаночный ряд. Первая кромочная. Потом снимаю 4 фиолетовые петли. Вяжу 6 светлых лицевых петель. Опять снимаю 4 фиолетовые петли. Нить перед работой. Петли, которые я снимала в предыдущем ряду, снимаю и в изнаночном. Петли, которые провязывала, провязываю и в изнаночном ряду. Кромочную петлю провязываю фиолетовой нитью. 2 фиолетовые лицевые петли. Поддеваю петлю светлую, которая находится за фиолетовыми нитями, и снимаю ее. Одеваю на спицы вначале 2 фиолетовые петли, а потом одеваю одну светлую петлю. Вяжу 1 светлая лицевая петля, потом 2 темно-фиолетовые. 4 лицевые фиолетовые петли. Они были провязаны светлой нитью. Снимаю с левой спицы светлую и 2 фиолетовые петли. Потом их перекрещиваю. Вначале одеваю на спицу светлую петлю, а потом 2 фиолетовые. Теперь буду вязать вначале 2 фиолетовые петли, а потом одну светлую. Так я их перекрестила с наклоном вправо. Теперь буду перекрещивать с наклоном влево, так как я уже показывала. Одеваю фиолетовые на спицу, а потом одну светлую. Провязываю одну светлую, потом 2 фиолетовые петли. Четыре лицевые петли. Таким образом вяжу до конца ряда.
Заканчиваю ряд двумя фиолетовыми петлями. Одна изнаночная, кромочная. Кромочную петлю снимаю. Весь ряд вяжу фиолетовыми нитками, изнаночными петлями. Пятый ряд. Первую кромочную провязываю лицевой петлей, так как ввожу в работу новый цвет нити. 5 розовых лицевых петель. Вместе с кромочной это будет 6. Следующие 4 фиолетовые петли не провязываю. Переснимаю на правую спицу. 6 розовых петель. Четыре петли фиолетовые снимаю. Так повторяю весь ряд. Заканчиваю ряд 6 лицевых розовых петель. Кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд. Первая кромочная. 6 лицевых розовых петель. 4 фиолетовые петли снимаю, нить перед работой. Так повторяю на протяжении всего ряда. Кромочную петлю провязываю, потому что ввожу в работу новую нить. 4 лицевые. Осталась одна розовая не провязанная. Меняю местами ее с двумя фиолетовыми. Перекрестила с наклоном вправо. Провязала 2 фиолетовые, потом одну розовую. Дальше мне надо перекрестить 2 фиолетовые петли с розовой с наклоном влево. Снимаю петли, потом меняю их местами. Одеваю фиолетовые на спицу, а потом розовую. Вяжу одну розовую петлю, потом 2 фиолетовые. Далее вяжу 4 лицевые фиолетовые петли. Повторяю так до конца ряда. 8 ряд. Вяжу фиолетовой нитью. Краевая. Изнаночные петли до конца ряда. Повторяю узор с 1 по 4 ряд включительно. Получился у меня бортик 2,5 сантиметра. Теперь я буду вязать 2 ряда нитью розового цвета. Вязать буду лицевыми петлями. И изнаночный, и лицевой ряд. Далее вяжу 2 ряда лицевыми петлями с изнаночной лицевой стороны фиолетовым цветом.
Вяжу точно так же его, как вязала 2 розовых ряда. После фиолетового цвета вяжу еще 2 светлых ряда. Вяжу с двух сторон лицевыми петлями. Светлую нить отрезаю. Приступаю к вязанию мыска. Снимаю, не провязывая, 35 петель. Вязать мысок буду светлыми нитками. Прикрепляю светлую нить и вяжу 11 петель лицевыми петлями. Вяжу 3 петли лицевыми вместе за заднюю стенку. Потом вяжу 10 лицевых петель. Две вместе за заднюю стенку с наклоном влево. Вязание повернула. Первую петлю сняла, потом 10 лицевых петель. Всего 11 петель от начала ряда. Тройную петлю провязываю изнаночной. Я ее всегда буду вязать изнаночной петлей в изнаночном ряду. Потом вяжу 10 лицевых петель. Одиннадцатую петлю вяжу вместе с одной боковой петлей. Вязание повернула на лицевую сторону. Первую петлю сняла. 9 лицевых петель. Всего 10 петель от начала ряда. Не довязываю одну петлю до центра. Потом 3 петли вместе за заднюю стенку. 9 лицевых петель. Две вместе с боковой петлей вяжу лицевой за заднюю стенку. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла, 9 лицевых петель. Одна тройная петля изнаночная. 9 лицевых петель. Десятая петля с боковой вместе за заднюю стенку. Первую петлю сняла. Вяжу 8 лицевых петель. Не довязываю до центральной петли одну петлю. 3 петли вместе за заднюю стенку. 8 лицевых петель.
Последнюю, девятую петлю провязываю вместе с боковой петлей, лицевой за заднюю стенку. Первую петлю сняла, 8 лицевых петель. Тройную провязываю изнаночной. Опять 8 лицевых петель. Последняя девятая петля и первая петля с боковой части вяжу вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Таким образом уменьшаю петли до тех пор, пока у меня на спице не останется 3 центральные петли. Первую петлю снимаю, 2 лицевые петли. Три петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Две лицевые петли. Последняя петля и первая с боковины провязываю вместе лицевой. Вязание повернула. Изнаночная сторона работы. Первую сняла, 2 лицевые петли. Одна изнаночная. 2 лицевые. 2 петли вместе. Первую сняла, 1 лицевая петля. 3 петли вместе. Одна лицевая. 2 вместе. В центре 5 петель. Изнаночная сторона работы. Две вместе лицевой с боковой петлей. Вязание повернула. Лицевая сторона. Первую сняла. 3 петли вместе за заднюю стенку. Две петли вместе с боковой тоже за заднюю стенку. В центре 3 петли. Изнаночная сторона. Первую сняла. Одна изнаночная петля, 2 вместе с боковой лицевой петлей. В моем телеграм-канале есть подробное описание, как вязать мысок. Ссылка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. На правой спице у меня 24 петли, на левой спице 25 петель. Посередине 3 петли. На левую спицу переношу все петли, которые были на правой. Всего 24 плюс 25 плюс 3. Это 52 петли. В начале было 96 петель. Уменьшила я на 44 петли. Светлую нить в центре отрезаю. Вернулась к вязанию подъема. Кромочную петлю не снимаю, а провязываю фиолетовой нитью. Дальше все лицевые петли до конца ряда. В конце ряда изнаночная петля. Вяжу еще второй ряд
изнаночный ряд лицевыми петлями фиолетовой нитью. Прикрепляю розовую нить. Кромочную петлю также провязываю. Вяжу ряд лицевыми петлями. Изнаночный ряд также вяжу лицевыми петлями. Теперь буду вязать опять фиолетовой нитью. Первую кромочную вяжу лицевой петлей. Дальше вяжу 12 рядов фиолетовой нитью лицевыми петлями с изнаночной и лицевой стороны. Это называется платочная вязка. Розовую нить отрезаю. Провязала 12 рядов фиолетовой нитью. У меня получилось 2,5 сантиметров. 6 платочных дорожек. Беру толстую иглу с тупым концом и снимаю все 52 петли на контрастную нить. Фиолетовую нить с этой стороны обрезала. С другой стороны вытягиваю петли. Петли вытягиваю на лицевой стороне вязания. В ряду у меня получилось вытянуть 95 петель. Вязание поворачиваю. Первую петлю снимаю, потом вяжу лицевыми петлями до конца изнаночного ряда. Последняя петля кромочная, изнаночная. Делаю такой несложный расчет. У меня 95 петель. Отнимаю одну центральную, где маркер. Остается 94. 94 поделить пополам будет 47 петель. Подошву я буду начинать вязать на 9 петлях и расширять ее до 15 петель. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу 42 петли лицевыми петлями. От края всего будет 43. От 47 петель отнимаю 4 петли. Будет 43 петли. В центре вязания вяжу 9 лицевых пяточных петель. 4 петли по бокам и одна центральная. На другой стороне остались непровязанные 43 петли. Вязание поворачиваю на изнаночную сторону. Первую петлю сняла, далее вяжу 8 петель. С кромочной это 9 петель. Вязание повернула на лицевую сторону. Первую петлю сняла, 8 лицевых петель.
2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку с боковой части, где 43 петли. В работе уже 10 петель. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. 9 лицевых петель. Две вместе лицевой петлей с боковины. Уже у меня 11 петель. Вязание повернула. Первую петлю сняла. 10 лицевых петель. Две вместе лицевой петлей за заднюю стенку с боковой части. На спице уже 12 петель. Таким образом, я в каждом ряду прибавляю по одной петле. Изнаночный ряд. Первую петлю сняла. Вяжу на одну петлю больше, чем вязала в предыдущем ряду. 11 лицевых петель. Потом с боковой части прибавляю одну петлю. Вяжу там вместе 2 петли лицевой петлей. Вязание повернула. Так расширяю до тех пор, пока на спице подошвы не станет 15 петель. На подошве у меня 15 петель. Вяжу дальше. Первую петлю сняла. 13 лицевых петель. Теперь с боковой части буду забирать петлю в подошву не 2, как делала до этого, а одну петлю. 14-ю последнюю петлю провязываю вместе с одной петлей боковины. На спице так и осталось 15 петель. Вязание повернула. Изнаночная сторона. Первую кромочную снимаю. 13 лицевых петель. Четырнадцатую, последнюю петлю, вяжу вместе с боковой петлей за заднюю стенку. Вязание повернула. Повторяю точно так же, как вязала перед этим лицевой ряд. Первую сняла, 13 петель. Две вместе лицевой, последняя петля подошвы и первая петля с боковины. 15 петель теперь будет величина постоянная. Повторяю изнаночный ряд. Первую сняла, 13 петель. Две вместе петли, 14 петля и первая боковины. Так буду вязать, пока на боковых частях не останется петель. Довязала. На спице у меня 15 петель. Боковых петель нет. Теперь буду вязать пятку. Первую петлю снимаю. Вяжу 12 лицевых петель. Четырнадцатую и 15 петлю, две последние в ряду, провязываю вместе лицевой за заднюю стенку. На боковой части крючком вытягиваю одну петлю. В работе у меня опять 15 пяточных петель. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. 12 лицевых петель.
2 последние петли вместе. Вязание повернула на лицевую сторону. На лицевой стороне с боковой части вытягиваю петлю и одеваю ее на левую спицу. Всегда буду вытягивать петлю с боковой части на лицевой стороне. Добавленную петлю сняла. 12 лицевых петель. Четырнадцатую и 15 провязываю вместе лицевой петлей. Вытянула из боковой части крючком одну петлю. На спице, как и было, 15 петель. Изнаночная сторона. Первую добавленную петлю сняла. 12 лицевых петель. Две петли вместе. Вязание повернула на лицевую сторону. На стенке пятки вытянула еще одну петлю и одела ее на левую спицу. Вытягиваю петли на стенке пятки обязательно на лицевой стороне. Повторяю вязать так, как вязала раньше. Таким образом, мне надо поднять с двух сторон все петли, которые на стенке пятки, до самого верха. Должно быть по 20 петель с двух сторон. Итого 40. Вытянутые петли считаю по лицевой стороне работы. С одной стороны 20 и с другой стороны 20. Заканчиваю вязание последним добавлением на лицевой стороне. Подняла все петли на стенках пятки. Теперь переснимаю все незакрытые петли с контрастной нити на рабочую спицу. Начало ряда отметила маркером. Там, где закончила вязание, это будет начало ряда. Соединила петли верхней части следков и петли пятки. 52 петли было, плюс 15 пяточных петель. Меняю спицы на двойку. Мне надо четное количество петель, поэтому в первом ряду в конце ряда провязываю 2 петли вместе. Будет 66 петель. Далее буду вязать 6 рядов по кругу лицевыми петлями. Провязала 6 рядов фиолетовыми нитками лицевыми петлями. Это примерно 1,5 сантиметра. Потом после фиолетовых рядов следующий ряд вяжу розовой нитью.
лицевыми петлями. Фиолетовую нить отрезаю. Второй ряд розовыми нитками вяжу так. 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Один накид. Повторяю на протяжении всего ряда. Следующий третий ряд. Лицевые петли. Накиды провязываю лицевой петлей. После этого ряда буду вязать узором резинка 1 на 1. Надо провязать 8 рядов. Провязала 8 рядов. Петли закрываю. Вначале провязываю 2 петли вместе, потом провязанную петлю одеваю на левую спицу и провязываю 2 петли вместе. Работа закончена. Спасибо за внимание. Приходите на канал еще.